Всем привет! Вы на канале Кинолюбитель, и сегодня я расскажу вам о научно-фантастическом телесериале «Черное зеркало». Главный мотив сериала – это влияние информационных технологий на человеческие отношения. Каждая серия не связана с предыдущими ни сюжетом, ни актерами, ни временем и ни местом повествования. Все сюжеты объединяет лишь сатира на тот образ жизни, что распространен в современном обществе. Купер, живущий со своей матерью, покидает родной дом и отправляется в путешествие по миру. Он не отвечает на телефонные звонки мамы, потому что не в состоянии общаться с ней после того, как умер его отец из-за болезни Альцгеймера. В самолете Купер играет в видеоигры и смотрит различную фантастику. Можно сказать, что этот парень настоящий сканер по жизни. Спустя несколько месяцев Купер успел посетить Австралию, Таиланд, Индию, Дубай, Италию и множество других стран. Остановившись в Лондоне, Купер знакомится с девушкой Соней. Встретившись в баре, он рассказывает о своей жизни путешественника и признается, что Лондон его последняя точка, и скоро он поедет домой. Я стараюсь делать то, чего не делал раньше. На следующий день он пытается снять наличку со своей карты, но она оказывается заблокированной, и Купер возвращается к Соне в надежде, что она приютит его на некоторое время. Он делится с ней приложением под названием «Странная работа», которое он использовал для поиска разной мелкой работы, чтобы заработать денег. Согласно приложению, неподалеку можно найти работенку в известной компании Saitogemu, которая занимается разработкой высокотехнологичных видеоигр. Соня говорит, что это действительно крутая компания, и Купер может получить намного больше денег, если сделает несколько секретных фотографий их разработок. Парень принимает приглашение и едет в офис компании. По прибытию на место его встречает Кэти и отводит в белую комнату, где он сможет проверить новую технологию, которую разрабатывает компания. Она просит его выключить телефон и подписать документы, но, как оказывается, не хватает одной страницы, поэтому Кэти приходится покинуть комнату. Хотя она и просила его выключить телефон из соображений безопасности, Купер включает его и фотографирует высокотехнологичное устройство, которое он будет тестировать, и отправляет фотки Соне. Вернувшись, Кэти просит Купера подписать документ, после чего вводит ему в затылок миниатюрное устройство. Во время процесса инициализации на телефон Купера снова звонит мама, но Кэти сбрасывает вызов и продолжает процедуру. Купер играет в игру «Ударь суслика», используя технологию 3D-графики, встроенную в чип, и приходит от этой игры в восторг. Охренеть! С ума сойти! Он же, можно... Закончив, Кэти спрашивает его, хочет ли он принять участие в бета-тестировании этой технологии, и знакомит его с Чоу, который управляет компанией. Он объясняет ему принцип работы новой технологии, которая анализирует мозг испытуемого, и затем пытается напугать его до усрачки с помощью нейросети. Купер соглашается принять участие в следующем испытании. Кэти отводит его в особняк, точно такой же, какой был в другой видеоигре Saitogemu. Кэти говорит, что ему необходимо просидеть в этом доме до того момента, пока ему действительно не станет страшно. И стоп-словом будет слово «стоп». Перед уходом она дает ему наушник, чтобы поддерживать связь. То, что ты увидишь, не причинит тебе вреда. Это все графика и звук, как тот суслик. Хорошо. Наступает время тестирования, и нейросеть вычисляет самые жуткие страхи Купера. Первым из них является арахнофобия, боязнь пауков, поэтому Купер замечает маленького паучишку, который ползет к нему. Сразу же после этого Куперу начинают мерещиться различные звуки с разных углов дома. Картины начинают оживать, и перед ним появляется странный тип в шляпе. Купер в восторге от реальности видеоигры. Офигеть! Он решает найти чего-нибудь перекусить, и когда закрывает дверцу шкафчика, появляется огромный и мерзкий паук. Это огромный паук с лицом, и у него изо рта торчат. Через некоторое время, после пары неожиданных пуганий, перемежающихся напряженными разговорами с Кэти, наушник ломается, и неожиданно на пороге особняка появляется Соня, которая говорит ему, что эта игра очень опасна.
Купер считает, что Соня еще одна голограмма, созданная технологией, но вскоре он выясняет, что может прикасаться к ней как к живому человеку. Она находит нож, после чего Купер начинает нервничать и беспокоиться. Соня идет на Купера с ножом, тот пытается убежать, но сталкивается с гигантским пауком-мутантом. Соня вонзает в плечо Купера нож, и он кричит от боли. Они начинают драться и падают на пол. Купер сдирает кожу с ее черепа и затем пронзает голову ножом. Купер изнемогает от боли, но через мгновение нож и его раны исчезают, так же, как и Соня. Что это было, мать вашу? Что там, что? Ты сказал, я ничего не почувствую! Что ты видишь? Купер снова слышит в наушнике Кэти, которая говорит, что для прекращения теста ему нужно добраться до точки доступа, расположенной в этом доме. Купер убежден, что она пытается его напугать, но все же идет к точке доступа. Несколько мгновений спустя Кэти признается, что нет никакой точки доступа. Она всего лишь хотела убедиться, смогли ли они сломать его настолько, чтобы он выполнял указания без вопросов. Затем она задает ему простые вопросы о его матери и самом себе. Купер начинает понимать, что сходит с ума, и безумие доходит до того, что он перестает узнавать себя в зеркале. Заткнись! 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 Он разбивает зеркало и с помощью осколка пытается вырезать из своей головы миниатюрный девайс. В этот момент в комнату врываются Кэти и Чоу и говорят, что эта технология проникла глубоко в его мозг и ее нельзя отключить. Прими искренние извинения от лица всей нашей компании. Неожиданно Купер просыпается в той самой комнате, где Кэти и Чоу начали эксперимент. Согласно их данным, прошла всего лишь 1 секунда с начала эксперимента. Чоу извиняется за ужас, причиненный Куперу, и говорит, что по задумке игра не должна была заходить так далеко. Купер возвращается домой к своей матери, которая не узнает его, а это значит, что у нее тоже болезнь Альцгеймера, как у его отца. Она снова и снова повторяет, что ей нужно позвонить Куперу, и начинает набирать его номер телефона. Выясняется, что Купер все еще находится в белой комнате, куда отвела его Кэти при первом знакомстве. Он бьется в припадке и замертво падает на пол на глазах у женщины. Звонит телефон Купера. Чоу входит в комнату и спрашивает, что произошло, и Кэти говорит, что телефон должно быть вызвал помехи в их технологии. Чоу просит внести сведения об этом в тесте в базу данных. Пока Кэти делает это, тело Купера помещают в мешок для трупов. Она помечает, что эксперимент длился 0,4 секунды, что причиной смерти Купера стало вмешательство его телефона и что, умирая, он звал маму. А на сегодня все, друзья. В закрепленном комментарии я оставлю интересные факты об этой серии. Если будет интересно, можете почитать. Пишите свое мнение об этой серии в комментариях под этим роликом. Не забудьте поставить кинолайк и подписаться на канал. С вами был Кинолюбитель. Желаю вам хорошего кино.